Привет, мои дорогие! Давайте разберем, что у вас сейчас в жизни происходит. Ваша ситуация, как разрешится, какие лица задействованы, чего они хотят от вас, как вообще все будет происходить. Может быть, будет какой-то резкий поворот или какие-то перемены. В общем, что скажет Вселенная относительно той ситуации, в которой вы сейчас. Это Золотое Таро, оно правду смотрит. И я для начала, конечно, очищу ваше пространство и вас тоже от любой негативной энергии. Это мой специалитет, кто не знает. Я действительно очищаю. И у меня в этом есть огромный опыт. Ищите минутку. Так, вот мне не видно было. Очищаю ваше пространство от любого негатива. А также приглашаю ваших ангелов-спасителей вам на помощь. Ну что ж, начинаем. Разберем вашу ситуацию. И посмотрим, что там есть такого, чего вам не видно. Ну вот. Надеюсь, у вас сейчас есть время, может быть, чашка кофе, утренний кофе или же вечерний какой-то напиток, который вы любите. Я не знаю, что вы любите, напишите в комментариях, потому что мне было бы интересно. Может быть, я бы у вас научилась, что вечером вкусно и полезно. Итак, в любое время, когда вы смотрите, тогда для вас будет и актуально, в том смысле, да. Итак, разбираем вашу ситуацию. Кто вы по мнению высших сил, ваш сигнификатор? Смотрите, высшие силы видят, что вы готовы уйти от тех проблем, в которых вы сейчас себя нашли. Высшие силы вам в этом поспособствуют. Вы здесь уходите в красном плаще, а это означает, что вы идете к лучшим временам. Вы идете в будущее свое к таким временам, когда уже те люди, которые могли вам мешать, или обстоятельства были тяжелые, горы со всех сторон, вас вот как обложили со всех сторон. От этого всего вы уходите. Вы в красном плаще, то есть теперь Вселенная знает, что вы идете на пути счастья, и все фазы Луны намекают вам на то, что перемены вот-вот случатся. Вот-вот случатся. Вселенная видит, что вы готовы к переменам. Вы уже не просто знаете, что должны быть перемены, но вы уже к этим переменам морально, психологически и физически, в общем, подготовились, да. Вселенная знает, что долго уже вы стояли перед этим выбором, очень долго. Затянулось это время ожидания, видите, затянулось. Затянулось время. И так вышло, может быть, что вы выбрали не то, что уже созрело. Так бывает. Мы, когда очень сильно напрягаемся и хотим сделать самый лучший выбор, потому что и перед другими стыдно, и перед собой стыдно, что мы как бы в том или другом месте не смогли чего-то достичь, да? Тогда вы начинаете сильно переживать. И когда вы сильно переживаете, вы выбираете не то, что нужно. У вас, очевидно, в ближайшем прошлом такое было. Какие-то были тайны. Вот все эти пентакли – это как 7 каких-то тайн, которые были скрыты от вас, спрятаны. То ли это обстоятельства, которые были спрятаны другими людьми, их дурными намерениями. Такое тоже может быть, да? Кто-то что-то скрывал, заведомо зная, что эту информацию нельзя скрывать. Кто-то скрывал от вас что-то. Это могли бы быть ваши домашние. Потому что 8 чаш это все-таки домашние могли быть. Или на работе. Посмотрим, на работе ли. Ну да. Король меча. Это может быть на работе какой-то плохой человек, который не умеет нормально взаимодействовать с людьми. Или же в семье кто-то такой. Король меча, может, мужчина, с которым вы поссорились, он вас очень сильно обидел. И здесь мог быть аспект денег. Вот аспект денег или финансов. Что-то или покупка какая-то намечалась и сорвалась, или продажа намечалась и сорвалась. Кому-то это было выгодно. Какой-то аспект денег. Итак, мы здесь с вами смотрим на вашу ситуацию, видим, что будет дальше. Это может быть какое-то служебное лицо, какое-то официальное лицо, король меча, который должен был вам помочь, но тянул, потому что кому-то это было выгодно. Кто-то, кто обладает властью. И чтобы сохранить свое место,
Он пошел на подклад, подлог, ложь, обман. Это у кого-то проиграется такое. И Вселенная хочет вас избавить. По 8 чаш хочет вас избавить от этих... Да, это правда. Но знаете, здесь вот избавление по этой карте очень интересное. Да, вы вроде, вы чувствуете, что вы можете избавиться, но те люди, которые должны вам помочь выйти из этого положения, в котором вы себя нашли, они на самом деле вам мешают. Они на самом деле дают вам какую-то ложную, темную информацию. Посылают вот вас на ту дорогу, где заведомо будет провал. И это такие люди в вашем окружении, скорее всего, есть. Потому что вроде они помогают, вроде помогает там ваше дело сдвинуть с мертвой точки, да, где-то, может быть, в инстанциях. Но вы, может быть, даже где-то и этим людям или оказали услугу, или проплатили что-то по этой карте. Но они деньги взяли, ничего не сделали. В чем дело, да? Они, конечно, все это делают ради денег, и только ради денег, а не ради того, чтобы людям помогать, это видно. Вы просто раздавлены сейчас, да? Вот такая ваша ситуация. Вы сейчас чувствуете себя, как будто вас раздавили. Такое положение у вас. Чья-то хитрость задействована. Сдавили вот вас, как бы придавили к стене, и вы не знаете, куда идти, в тупике. Должностные лица у кого-то визы или наследство, или вот что-то такое, да, должностные лица остановили ваше движение, но у кого-то просто на работе тоже. На работе тяжелая обстановка, очень нервная, и вы просто как бы на цыпочках ходите на этой работе, и что бы вы ни сказали, все поворачивается против вас. Обман какой-то есть, столько обмана. Столько обмана, вам постоянно приходится оправдываться, защищаться. Вообще карты всегда советуют, но это же духовные учителя карты, то же самое, что любая религия. И здесь вам говорится, что, ну в хорошем понимании слова религия, да, вам говорится о том, что весь обман, все замки, которые вас навешали, они для одной цели только, чтобы вас сбросить с пути и самим продвинуться. То есть кто-то планирует карьерный рост за ваш счет. Это может быть на работе. Очень много обмана. Да, 8 меча. Эта ситуация может быть давняя. И, кстати, она началась, когда вы даже не знали, что все происходит так. Вот эта ситуация могла быть давняя, и она начиналась еще, может, на этой работе до вас. Так сформировался коллектив из таких ущербных людей. Или если вы замуж вышли, вот такая ущербная у него родня. Что он может с этим сделать, да? Да, такая ущербная родня, которая не может без скандалов. Иногда смотрю сериалы современные по-русски, и там люди разговаривают с друг другом на повышенных тонах. Наверное, оно отражает реальность у многих. На повышенных тонах в доме. Ну, мы все можем скатиться до этого. Нет святых. Первый, кто без греха, тот пусть бросит камень, да, как говорится. Но здесь мы все можем скатиться к тому, чтобы разговаривать с домашними на повышенных тонах, если мы себя не возьмем в руки, потому что, конечно, жизнь штука нелегкая. И тот кризис, и то вообще напряжение, которое давит на нас из внешнего мира, где нас просто уничтожили в последнее время, да, мы, конечно, делаем перенос и приносим его домой, потому что такая жизнь сейчас тяжелая, и скатиться на повышенные тона с родными очень легко, очень легко. Но это рыцарь жезлов. Может быть, мужчина. Вот то, что я писала, это его было неправильно. Извините, мне не видно иногда, потому что мне нужно, чтобы вы карту полностью увидели. Может быть, так лучше будет, да. Он скатился до выяснения отношений. Он рассказывает, что он теряет силы, что он разуверился во всем, разочаровался в жизни, в людях. Вот рыцарь жезлов – это сила энергии. Если мужчина разочаровался в жизни, от него многие обстоятельства скрыты. Потому что не может человек просто так разочароваться в жизни, даже если там сильный кризис, как сейчас, если там сильно вообще непонятно, что происходит в этот технологический век, что происходит с нами, с простыми людьми, да. Вообще рыцарь меча, вернее,
Да, рыцарь меча, наверное, здесь есть, потому что он вышел в духе. Всегда, когда предсказатель какое-то слово сказал, оно не просто так, я из пространства беру. Поэтому рыцарь меча, наверное, вышел в духе. Он хотел бы быть этим рыцарем жезлов, то есть хотел бы вас защитить, силу вам давать, но он проходит как рыцарь меча, то есть человек, который сам, не зная, что делает, пострадал от этого мира очень сильно, да. Пятерка меча, видите? Четкий ответ, дорогие мои. Извините, мне пришлось. Кто-то звонят, какие-то продавцы постоянно, это очень неприятно. Видите? Это пятерка меча. Или это у вас на работе конфликт, или у мужчины. Но вообще пятерка меча – это два конфликта. Это когда люди конфликтуют, некоторые вовлечены в конфликт помимо их воли. Именно по пятерке меча это и происходит. Когда люди не знают, что делают. Они заведомо замалчивают правду, потому что или их запугали, или им это самим выгодно. Они замалчивают правду. Вот здесь аспект вот этого молчания. Правда замалчивается, а сплетни, наоборот, вот, распространяются. Карта влюбленная. Новый этап будет у вас. Мы рассматриваем вашу ситуацию, я вижу, что она будет разрешаться, потому что карта влюбленная говорит, что откроются новые обстоятельства. И эти обстоятельства не будут в пользу ваших врагов, они будут вам на пользу. Потому что будет видно, кто есть кто пострадал здесь, а кто и нанес удары, понимаете? Кто-то, кто настраивает всех на работе или дома против вас, он выйдет на чистую воду. Карта Луна. Ну, конечно, волнения сейчас идут, да. Потому что действительно эти враги, им не просто выгодно, они просто как бы привыкли что-то гадить, да. И Луна – это ваше волнение. Вот здесь ваше волнение. Положение сложное и связано с хитростью других людей. У них есть свой план. Сплошная хитрость. Сплошная хитрость других людей. Вы потеряли надежду, у вас просто опустились руки, потому что вами пользуются бессовестно причем. Такие карты идут глубокие, да, они просто характеризуют то, что сейчас происходит. Но влюбленный говорит: подожди, есть свет в конце тоннеля, подожди. Время покажет, кто был прав, да. Время вообще, оно у нас под покровительством Сатурна, поэтому раньше думали, что Сатурн плохой, да. Но сейчас время работает на нас, потому что идет переход Земли в новый этап, и разрушится их ложь. Это все просто. Не волнуйтесь, Луна вышла перед этим. Да, не волнуйтесь, их ложь разрушится. Потому что карта разрушения, карта обратки, карты наказания. Те люди, которые вас не поддержали в трудную минуту, которые наоборот подбросили соломки в огонь, да, потому что им так было выгодно, их планы разрушатся. Вау. Кто-то настраивал всех против вас, но, знаете, всегда умный человек видит, тот, кто говорит плохо о других, на самом деле говорит сам о себе, но их планы точно разрушатся, поскольку вас ожидает перспектива в чем-то. Если ситуация касается работы, то по этой карте это перспектива поиска, ведь это же паж жезлов, да? Это поиск лучшего места под солнцем, которое вы найдете себе. Или для карьеры, или для жизни, бытовой жизни. Понимаете, да? Пусть они замалчивали, пусть они вредили, пусть ими управляли злые силы, но вы сейчас по пажу жезлов ищете выхода, к вам вернется ваша сила. Жезл – это сила, паж – это поиск. Как сказала, так есть, мои дорогие. Карты правду говорят, как обычно. Это королева жезлов. К вам вернется ваша сила, и враги все будут наказаны. Те, кто заранее знал, что он замалчивает, даже, знаете, не враги и не друзья, а вот это in between. Эти люди, которые выбрали средний путь, негативный,
Они знали правду, но они не хотели вам помочь, и поэтому они замалчивали правду. Они будут наказаны, башня. Но, видите, башня. Они будут наказаны. Видно все, по-моему, да, друзья? Дайте знать, или видно хорошо. А у вас идет возврат вашей силы. Вы королева жезлов. Восстановление организма. Восстановление иммунитета. И здравый смысл побеждает, потому что только у вас, в этих обстоятельствах, только у вас был здравый смысл. И этот здравый смысл победил темную энергетику. Знаете, если все против вас, ваши ангелы за вами. И теперь каждый увидит, кто есть кто. Здесь королева жезлов такая красивая в этих картах. Смотрите, 8 пентаклей. Если это касательно финансов или же какого-то денежного аспекта, да, то, о чем вы сейчас думаете. Здесь я вижу, что или вы получите деньги, или вы здесь заработаете, или же, может быть, наследство, или выгодно что-то продадите. Но я здесь вижу, что вы знаете, что вы делаете. Вы идете по денежной дороге. Или это ваша работа, лучшая работа, работа любимого человека. Может быть, дочь получит какое-то повышение и вам сможет помогать. Но вас это сделает сильной. То, что будет сейчас происходить, это уже на небесах. Смотрите, такой рабочий, да? Это как ангел рабочий, который сейчас уже устраняет все проблемы. Этот ангел может быть во плоти. Ангелы во плоти – это люди, которые вам помогают. И такие люди будут обязательно, обязательно. Они уже есть. Они уже сейчас вам помогают. Потому что в результате того, что будет лучшее финансовое положение, ведь пентакли не только финансы, это тоже обеспеченность. Это закон изобилия Вселенной. Да, вот смотрите, все новые и новые пентакли. Круговорот денег в природе. Уже пришло ваше время, теперь уже ваша очередь получать дивиденды из этого всего. Теперь уже ваша очередь. В общем, все хорошо будет. Королева этих жезлов. Но это очень хорошо. Женщина сильная. Жезл – это тоже фигура. Если был переклад, может быть, на вес, может, вы поднялись в весе. Здесь возврат вашей фигуры замечательный. Здесь возврат здоровья. Кстати, эта карта королева жезлов – это человек, который здоров физически и эмоционально. Это вы. Выздоравливаете. Давайте совет. Не грустите. Ну, что так часто бывает, я вижу у некоторых здесь, даже где я живу, люди вроде и деньги имеют, но ими не пользуются, откладывают на черный день и грустят. И все равно чувствуют себя бедными. Не грустите, потому что вот что будет. Праздник. Исполнение всех ваших желаний. Вот эта карта итога. Исполнение всех ваших желаний, праздник. Расклад такой глубокий. И каждая карта так все открыла. Дайте знать, или вы тоже это почувствовали, как и я. Дайте знать в комментариях, мои дорогие друзья. Для того и комментарии, чтобы вы давали мне знать. Была обратная связь, потому что я комментарии читаю 3 раза в день. После кофе утром, днем, после того, как я поработала, и вечером после вечерней прогулки я опять читаю комментарии. Я все прочитываю, отвечаю только на раскладах. Но обратная связь – это ваши комментарии. Пишите, вот как вы почувствуете это. Смотрите, 3 чаш – это возврат любви, возврат своей силы, восстановление силы. Вот такое ощущение, я все знаю, все будет хорошо, я знаю, что… Ну, понимаете, злые люди не могут выиграть по такому раскладу никак. Потому что вы вернули то, что было у вас отнято, то, что вас забрали, вы все это к себе возвращаете. И входите в свое владение. Это владение домом, это владение хорошей работой для кого-то. Для кого-то это лучшая обстановка в семье, владение своим положением, там, как или мать, или жена, или еще, или дочь. Вот во владение входите. Теперь ваша роль чистая и понятная вам. Это очень хороший расклад. Раскрытые тайны, много чего здесь раскрыто, и тайны, и обстоятельства раскрытые. Вот так вы могли здесь выговориться, почувствовать эту ситуацию, получить советы карт, мои дорогие. Так что
знаете, будете пересматривать в разное время, и у вас будет разный запрос ко Вселенной, разные вопросы. И поэтому ответы будут совершенно другие. Но каждый раз вы будете удивлены, как ответы просто будут помогать вам идти дальше. По одному или другому аспекту вашей жизни. Это точно. Вот так, мои дорогие. Кто не знает, меня зовут Лена, я из Канады, Ванкувер. И здесь моя студия для вас, но по всему миру мы дружим с вами. Пишите комментарии, ставьте оценку видео. Это очень хорошо для вас, выразить эмоцию. Будем видеться. Подписывайтесь. Этот канал для того, чтобы вы могли выговориться, прояснить свой путь жизненный. В общем, все на пользу вам. А я знаю точно со своей стороны, что у вас все будет очень хорошо. А еще я знаю точно, что мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. Вот этот ангел Михаил, архангел Михаил, благословляет вас. Всем добра, любви и счастья. Пока-пока, мои дорогие. Пока-пока.